Приветствую всех на моем канале. Сегодня будем вязать такой прелестный цветок. Он хорошо подходит в качестве украшения как к женским пуловерам, кофточкам, так и к детским вещам. Кроме того, можно его использовать для украшения летних сумок. Смотрите, какой он аккуратный, объемный. Для вязания я использовала акриловые нитки. Для начала вязания я достану нитку из середины клубка. Так он не будет перемещаться по столу. Вязать начинаем с кольца амигуруми. Для этого повторяйте так, как я делаю на видео. Заправила нитку на руке и теперь провязываем первую петлю. Вот я набрала эту петельку и теперь нужно ее провязать полустолбиком. И еще раз провязать столбик без накида. Таким образом мы закрепили наше кольцо амигуруми. Цветок будет иметь 7 лепестков, поэтому нам нужно набрать на кольцо 14 столбиков без накида. Первая петелька не считается. Продолжайте набирать, как на видео. Я набрала уже 14 петель и теперь нужно затянуть колечко, чтобы получилась будущая серединка цветка. Тянем за ниточку, которая осталась у нас после набора петелек. Далее нужно соединить первую и последнюю петельку полустолбиком. Для этого продеваем, как на видео, крючок, поддеваем рабочую нитку и провязываем полустолбик. Итак, колечко готово. Через это отверстие потом будем крепить бусинку. Это будет центром цветка. Продолжаем вязание. И сейчас нужно будет связать 7 пышных элементов. Для этого набираем цепочку из 3 воздушных петель и провязываем столбик с накидом, как на видео. Вот, провязали. Теперь набираем 5 петель с накидом. В результате должно на крючке оказаться 10 воздушных петелек с накидом. После чего провязываем набранные петельки одной петлей, аккуратно продевая ее через все ранее набранные петельки, чтобы ничего не затянуть, получить аккуратный пышный элемент. Далее провязываем полустолбиком петельку, чтобы закрепить. Следующую петлю нашего центра провязываем полустолбик и начинаем набирать цепочку из 3 петелек. Далее делаем накид и в следующую петлю центра провязываем столбик с накидом. Это будет следующий пышный элемент. Вот, подготовили. И теперь будем опять набирать 5 петель с накидом. Набрали петельки и теперь провязываем их снова одной петлей и закрепляем полустолбиком. Остальные элементы пробуйте вязать самостоятельно. Они повторяются. После того, как будут связаны все 7 элементов, встречаемся. Для закрепления 7-го пышного элемента провязываем полустолбик, как на видео. Итак, еще один круг нашего цветка готов. Начинаем следующий этап вязания цветка. Для этого нужно провязать воздушную цепочку из 4 петель и закрепить ее, как на видео я показываю, полустолбиком. Вот, продели и закрепили. Так нужно повторить 7 раз.
Вот я связала уже 7 воздушных цепочек. И теперь они будут основанием, на котором мы будем вязать лепестки. Начинаем вязать лепестки. Для этого набираем цепочку из воздушных 3 петелек. Далее в них продеваем крючок, и на крючке должно получиться 3 петли. 4 провязывается через цепочку. Сначала закрываем 2 петли сразу, потом по одной петельке. После этого набираем воздушную цепочку из 3 петелек и провязываем ее как на видео. Начинаем набирать петли следующего ряда, продеваю крючок как на видео. Вот, набрали 4 петли, а 5-я петля продевается через цепочку. Дальше закрываем 2 петли сразу, потом по одной петельке. Опять вяжем цепочку из 3 воздушных петелек и возвращаем ее в начальную петлю, и получается такой воздушный элементик. Снова набираем петли на крючок. Должно получиться уже на одну петлю больше. Довязываем вот 3 петли, теперь будет 4-я петля, потом 5-я и 6-я через цепочку. Опять закрываем 2 петли сразу, потом по одной. После чего опять провязываем воздушную цепочку из 3 петелек и формируем воздушный элементик. Вяжем следующий ряд. В нем должно быть опять на одну петельку больше, то есть уже должно быть 7 петелек. 3 петельки набираем, 4, 5, 6 и 7-я через цепочку. Закрываем 2 петельки сразу, остальные по одной. Итак, провязываем 5-й воздушный элемент лепестка и далее провязываем по одной петельке полустолбиком, возвращаясь таким образом в начало лепесточка.
Лепесток готов. Начинаем вязать второй лепесток. Провязываем воздушную цепочку из 3 петель. Поднимаем 3 петельки, провязывая их через цепочку. А 4-й петлей соединяем наш будущий лепесток с основанием цветка. Потом закрываем по 2 петли в начале, потом по 1, как в предыдущем лепестке. Провязываем цепочку из 3 воздушных петель и вяжем воздушный элементик. Далее можете продолжать вязать самостоятельно. Встретимся, когда свяжете второй лепесток. Так, довязала я до последнего ряда второго лепестка. На крючке было 8 петель. Закрываем, как обычно, сначала 2, потом по 1. И завершаем вязание лепестка, набрав 3 петельки воздушных и связав воздушный элементик. После этого провязываем по 1 петельке полустолбиком. Обвязываем таким образом лепесток и возвращаемся к основанию цветка. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые работы. Вот и второй лепесток уже готов. Дальше можете продолжать вязать самостоятельно, пока не получите 7 готовых лепестков. Цветы готовы. И теперь можно пришивать бусинки, какие захотите. А я желаю всем удачи, до новых встреч!